Всем привет! Сегодня у нас на обзоре Suzuki GSR 250. И в этом видео мы разберем его технические характеристики, техническое состояние. Также на нем прокатимся и опишем свои ощущения. Следует отметить, что модель Suzuki GSR 250 это мотоцикл, собранный в Китае. То есть производство его идет в Китае, но модель и марка японская. То есть очень странный парадокс. На самом деле существует много таких мотоциклов. Тот же самый Yamaha UBR 125 и им подобные. То есть нужно отметить, что этот мотоцикл Suzuki GSR 250 не имеет ничего общего с мотоциклами Suzuki GSR 750 и, так скажем, с мотоциклами с большим объемом двигателя. Название у этого мотоцикла есть множество, то есть Suzuki GSR 250 это модель на японском рынке, в страны ЕС она поставлялась по другим названиям, и на Zuma 250, вот. Но это по сути один и тот же мотоцикл. Данный мотоцикл оборудован двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения, то есть идет два цилиндра и двухцилиндровый инжекторный механизм. Вот. Мотор очень простой, то есть при объеме 2 литра масла всего 200. Скажу, что совсем очень неудобная цифра, вам нужно всегда будет покупать 3 литра масла, чтобы поменять масло. Но что есть, то есть, так скажем. Вот. И по факту этого мотора всего лишь 248 кубических сантиметров. Мотор небольшой этого мотоцикла, вот. Но при всем при этом он выдает 24 лошадиных силы на 8500 оборотов, вот. Но при этом крутящий момент максимальный у него именно на 6500 оборотов в минуту. То есть максимальный крутящий момент 22 ньютона на метр на 6500 оборотов в минуту. Это не самые большие обороты, если учесть, что у него красная стрелка, отсечка идет на 11 000 оборотов в минуту. То есть вам не нужно крутить мотор постоянно во время его эксплуатации. Если вас интересуют еще технические характеристики, то могу сказать, что два колеса у него идут на 17. Вот. Снаряженная масса данного мотоцикла 183 килограмма. При этом максимальная скорость, заявленная производителем, 140 километров в час. То есть 250 кубов двухцилиндровый мотор выдает 140 км в час. Я на самом деле думаю, что это очень-очень хорошо для этого мотоцикла. Но расход на этом мотоцикле должен быть в районе 4-5 литров на 100 километров. Возможно, даже меньше. Все будет зависеть от того, какого стиля езды вы придерживаетесь. При 13-литровом баке вам в принципе должно хватить максимального полного бака в районе 300 километров. То есть я считаю, это абсолютно нормальный его запрос для, так скажем, езды от города к городу, да, там, то есть вам будет всегда хватать его от заправки до заправки. Так что, ребят, я предлагаю сейчас, давайте мы проверим это все на практике, заведем его, прогреем, прокатимся. Тут почти пустой бак, то есть съездим с вами на нем на заправку, посмотрим, как он вытягивает мои 100 с копейками килограмм с моим ростом под 190. Заводится мотоцикл, как любой инжектор, просто поворачиваете ключ, выжимаете сцепление и плавным нажатием большого пальца нажимаете на кнопку стартера. Он сам выбирает необходимые ему для работы обороты, поэтому вам просто не стоит даже задумываться о том, вытянут ли подсос, то есть горячий, холодный мотоцикл, на горячем же мотоцикле нельзя подсос вытягивать. Ну, такие мелочи, как бы. Вы просто их выпускаете, думаете о том, что вам нужно сесть и куда-то поехать. Погнали! Ну, то есть за нашу поездку мы посмотрим мотоцикл, как он себя ведет на бездорожье, потому что дорога до, так скажем, асфальта у нас ведет через бездорожье. Вот. То есть, ну, пока вот проехавшись по территории пару кружочков, мотоцикл очень легкий. То есть он подходит начинающему, подойдет. Отлично. Прям просто прекрасно. Вот. При этом он красивый, инжекторный. Ну, как бы так, что техника, ну, сколько она стоит, да, 2012 года мотоцикл. То есть в его цену, как бы, по сути, можно взять из аналогов, наверное, что ближе к 2000-м какой-нибудь Jebel 200, да, там 250, вот, на 15 лет старше. Ну, давайте посмотрим, как он ведет себя на дороге. Ну, как бы по бездорожью нежно, ну, для меня он мягковат. Вот. Первая передача очень короткая. Ну, понятно, если максималка всего 140 км в час.
чудес ждать не стоит. Тут у него специальный индикатор беленький, типа переключайся. Посадка уверенная, прямая, то есть сидеть на нем очень удобно. Сейчас мы заправимся и попробуем его на максимальной скорости. Здрасте, карта работает? Нет. На заправке не принимают безнал, поэтому мы поедем на другую, там, где его принимают. Максимальная точка мотоцикла, то есть это получается вот этот руль. То есть если у вас руль пролазит, ну понятно, тут зеркал нет. Вот. Если у вас руль пролазит, то значит пролазит все остальное. Нет никаких расширений сзади, кофров. Видите, лампа говорит, переключайся. То есть я уже на 5-й передаче, вот 6-я. 6 передач. 6-я передача, блин, включается. Ну, то есть можно ехать на 6-й на 50 км в час. Вот так вот. Отлично пролазит между рядов. Вот. Наверное, наверное, в этом случае нам придется подождать вместе с машинами, вот, дабы не нарушать. Так, проверяем. Ямы, кочки, подвеска отрабатывает, никаких посторонних звуков нет. Ну, едет как эндуро. Ну, вот реально, ну, по сравнению, как эндуро. То есть, по легкому бездорожью, пожалуйста. Понятно, что это что-то серьезное, оно не потянет. То есть, несмотря на мой вес, да, там 100 килограмм, он тянет меня просто прекрасно. И вот на каждый день, скажем, если бы я только знакомился с мототехникой, да, то есть выбирал бы себе первый мотоцикл, то, наверное, такая техника, как вот Suzuki GSR, как Honda CBR, это, наверное, первое, на что бы я обратил внимание. Да, ребят, конечно, несмотря на то, что мотоцикл всего лишь 250 кубов, с моим весом больше 100 килограмм, ему этого хватает вообще за глаза. То есть с таким мотоциклом, с такой техникой вам нужно минимум знаний для его эксплуатации. То есть замена масла, фильтра, это понятно, все остальное сделает для вас электроника. То есть не нужно не синхронизировать карбюраторы, не настраивать, просто заливать чистый свежий бензин, менять масло, фильтр и все. То есть это мотоцикл, конкретно этот мотоцикл 2012 года, с ним вообще практически не нужно ничего делать, просто состояние, сел, поехал. Поэтому, ребят, если у кого остались какие вопросы, задавайте их в комментариях, я всегда рад обратной связи. Что ж, до новых встреч!